Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Настало время реализовывать Кири-регионку, потому что под роликом собралось нужное количество лайков. И кто вдруг не видел ту карточку, то в правом верхнем углу экрана вылезет подсказка на ролик. Обязательно его посмотрите, кто вдруг не смотрел, потому что карточка интересная, в принципе, как и всегда. Что мне нужно для старта? Во-первых, либо же я буду играть через зверей, либо же я буду в идеале играть через гоблинов, мехов ради халявных роллов, либо же мне будут элементарно приходить нужные рыцари. Самое главное, чтобы мне как можно быстрее пришла легионка. Если легионка ко мне не придет рано, или в принципе она не будет идти, то это будет катастрофа. Сразу скажу, я буду использовать фановый билд. То есть я буду докидывать там ведьмаков всяких, я буду докидывать всяких полуорков. То есть что-то необычное, интересное и максимально фановое. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Возможно, кстати, через лустрик буду играть. Возможно. Не факт. Посмотрим. Поэтому усаживаемся поудобно, ребята, все. Так, все быстренько так расположились поудобно, достали что-нибудь вкусненькое, либо что-нибудь пьете, там чаечки и тому подобное. Кушаем, пьем, наслаждаемся каточкой. Пьем, естественно, чай, кофе, там напиточки какие-то вкусные. Не крепкие ни в коем случае. Не, ну кто-то, может, и крепкие пьет. Но не призываю, осуждаю. Вот. В идеале, конечно, это игра через гоблинов-мехов, потому что это халявные роллы. Всегда хорошо, всегда круто, всегда приятно. Вот. Либо же играть на каком-то сильном старте. То есть, если есть звери, соответственно, мы юзаем зверей. Если есть что-то другое, то, соответственно, что-то другое. Предметы я со старта беру вот, ну, под зверей пока что. То есть, чтобы был какой-то отхил, чтобы было, ну, чтобы было как пожить. Возможно, я эти предметы вообще буду скипать. Даже вот этот мана-реген мне не понадобится. Хотя на самом деле он мне понадобится. То есть он ни в коем случае лишним не будет. Все зависит от того, что мне придет на третьем раунде и будут ли мне вообще идти рыцари. Либо же, ну вот мех, допустим, есть. Резачка я люблю. Резак это классно. Кстати, на четвертом раунде... Ой, ну да, на четвертом раунде я еще и уровень возьму. Посмотрим. Так, ну масочку мы по-любому берем. Если Луна соберется у меня в двойку, либо в тройку, дай бог. Ну, в двойку лучше всего, конечно. Как же поступить? В принципе, звери это неплохо. Как же поступить? Вот серьезно. О, понял, принял, ясно. Четвертый раунд, челик нашел себе Луну в двойку. Угу. Смазка берсерка уже там находится. Ну, неплохо, неплохо. Мне старт уже нравится. Как я и сказал ранее, старт мне очень нравится. Обидно, конечно, что не мне Луна в двойку пришла, но, в принципе, не очень-то и расстроился. Серьезно, не очень-то я и расстроился. Надеюсь, что, конечно, ко мне придут мехи уже в двойку. По крайней мере, я этого дико желаю. Но, в принципе, лучше всего пусть рыцари приходят. Мне пришла бабка. Прикиньте, если мне сейчас ранее бабка в двойку придет. На самом деле, намного лучше будет, если мне придет не бабка в двойку, а легионка в двойку. Прикиньте, он еще и гритеров поставил. Это сильно. Это сильно. Я когда-то давным-давно выпускал, когда в мете были гритеры, Луну в тройку через гритеров. Это было очень сильно. Поэтому, ребят, сейчас, конечно, выпускать гритеров под Луной, ну, такое себе. Кстати, знаете, что я сейчас вспомнил? Если вы хотите, чтобы я пострадал на любимой синергии разработчика, он ее сам лично проектировал, сам лично придумал, как оно что будет работать, то следующее. Соберется под этим роликом 50 лайков, я буду записывать инсектоидов, либо же через цвету, либо же просто инсектоидов чистых, без каких там либо цвет, но с какими-то там, не знаю, АЭМами и тому подобное. Поэтому, ребят, если вы хотите, чтобы я пострадал, 50 лайков под этим роликом собирается, и я буду выпускать ролик с инсектоидами, с моей самой любимой синергией. Ну, вообще, это любимая синергия разработчиков, поэтому... Я думаю, все прекрасно даже понимают, почему это самая любимая синергия разработчиков. Если вдруг кто-то не понимает, ну, введу вкратце дело, когда соберется 50 лайков. Чисто байт. Но на самом деле, из-за того, что инсектоиды это настолько рандомная помойка, я считаю, что прям диву даешься. Рандомнее могут быть только шаманы. Но и честно, на шаманах ты еще можешь довольно-таки серьезно затащить. А на инсектоидах, если против тебя серьезный противник, единственное, что ты сможешь затащить, это свою нервную систему к психологу.
Блин, я чуть аж не подавился. Ну ладно. А что там? Мне Луна в двойку придет? Ну, как бы, пора. Кто-то сейчас напишет в комментариях. Тебе бабка пришла, как бы, ну, на старте. Ты сейчас серьезно хочешь, чтобы тебе еще и Луна в двойку пришла, да, со старта? Да, хочу. И что? Да, хочу. Я, кстати, наверное, в бабки выйду. Да, я даже не в бабки выйду, я сделаю вот таким вот образом. Так, смотрите, у меня сейчас 4 рыцаря, 3 гоблина. В принципе, неплохо так устроился. Какие мне предметы нужны для легионки? Во-первых, маска берсерка есть. Молнии замечательно. Что еще? Что еще такого вот не надо? На самом деле, так как я хочу фановый билд сделать, я хочу попробовать синергию Киры собрать. Я думаю, это будет весело и прикольно, особенно если у меня настакает легионка 1000 урона. Ну, ладно, не 1000. Ну, хотя бы там урона 500. Вот 500 урона настакает, будет замечательно. Так, Иван. Так, зверя здесь уже видно, да? Чего? Вы это тоже видите? За один раунд мне приходит легионка в двойку. Чего? Да быть такого не может. Я, кстати, продам лучше гоблинов. Я куплю еще одного Абадона на всякий случай. Если честно, я удивлен. Я на самом деле мог только что пообузить немного легионку, поставить 2 в единицу, но, так как уже 8 раунд, я этого делать не буду. Вы спросите, в чем обуз легионки, когда вы поставите в единицу 2? Вдруг кто не знает, вдруг кто забыл, потому что мета легионки уже давным-давно прошла, там уже вот все, она ушла, забытая, мало кто помнит, что если поставить 2 легионки в единицу, и они будут выживать и выигрывать, то у них урон на пассивке настакивается. И когда вы соедините ее в двойку, соответственно, что? Правильно. Урон объединится. То есть, допустим, у вас в одной легионке 100 урона, во второй 100 урона, оно объединяется. И так же самое это работает со вторым уровнем. То есть, допустим, вы собрали... Ничего себе, да? Так, Джуниор, готовься, я к тебе приду. Твой винстрик — это мой винстрик. Ты там Луну в двойку собрал? А я рыцарей собрал фуловых с легионочкой в двойку. Как тебе такое, а? Я сейчас еще пару раундов выиграю, настакаю урон. Готовь. Брей ноги, я в дороге. Знаете, я даже немножечко счастлив. Я еще, кстати, могу взять 7 уровень, если ко мне придет один человек. Или могу даже без этого человека брать. В общем, приходит ко мне ДК. Я продаю Луну просто вот так вот. Ну, не на черном рынке, естественно, а просто ее продаю. И ставлю ДК. Хотя на самом деле, какой ДК? Я ЦК продаю и ставлю Драгон Найта. У меня, кстати, тоже Винстрик 5, а у него уже 6. Но он уже готовится по полной программе меня встречать. Так, о чем это я? Знаете, я вот до этого что-то говорил, и она из головы испарилась. Что говорил? Вообще из головы. Ну ладно, надо немножечко подумать, и тогда я вспомню. А то я как-то немножко в другую вообще... Про настакивание урона я говорил. Поэтому это работает на всех дубликатах. То есть, допустим, вы ставите 2 легионки в единицу, 2 легионки в двойку, они настакивают урон, если, естественно, выживают. И когда вы их соединяете, объединяете, ваши пассивки, соответственно, объединяются. Вот как трансформер воедино собираются, и получается вот такая махина здоровая с кучей, ну, с тонной урона. Если что, это касается и первого уровня. То есть, допустим, у вас одна легионка в двойку и 2 легионки в единицу. Если все легионки выживают, естественно, все настакивают пассивку. И когда вы вот это вот там, где в единицу они собираются, вы их соединяете воедино, как трансформера, то они усиливаются оба. То есть пассивка все время настакивается, все время складывается воедино. Вдруг об этом кто забыл или кто не знал, вот как бы вам лайфхак, кто хочет поиграть на легионке. Что я хочу сказать вообще по легионке? На самом деле легионка неплохой персонаж, но только если он вам идет со старта. И вот примерно как у меня. Омага. Блин, я хочу взять острые наручи, но так как я вижу, там есть как бы... Ну ладно, я беру острые наручи. Острые наручи беру, во-первых, первая причина. Когда вас будут бить, вы будете в радиусе наносить 100 физического урона. Это первый момент. Второй момент. КД 1 секунда.
Третий момент, у меня есть маска, которая тоже будет работать на эти острые наручи. То есть у меня будет подхил как от рыцарей, так от этой маски, так это как обычного урона. А еще я вижу цветы, и это как бы нехорошая тема. Знаете, почему нехорошая тема? Потому что тут есть Empress Light. И я боюсь, чтобы он не собрал себе огромную импресску, меня не вынесли. И меня не вынесли. Пожертвовал, конечно, своей экономикой, но я думаю, эту экономику я быстро восстановлю. Плюс у меня книжки есть, кстати. И я даже вот не знаю, собирать эти книжки или не собирать. И, кстати, я с бабки, наверное, 2 этих предмета заберу и отдам. Но в любом случае, этот билд у меня для старта. Я в будущем его буду перестраивать. Вообще мне нужен 11 уровень, чтобы выставить всю свою задумку. Можно было бы, конечно, взять еще сейчас первого тира, найти минус броню. Хотя, знаете, я, наверное, вот эти 2 кристалла по 50 маны возьму. У меня, кстати, уже урон настакивается. Ну что, Джуниор, готовься? Я в дороге. Давай, ты или не ты? Ты. Ну что, готов? Я даже не буду сейчас смотреть в будущее. Я его и так выиграю. Я прям уже это вижу. Ну что такое? А что такое? Ой, какая незадача, да. Свои проценты забрал. Блин, мне так хорошо приходит. Мне же на мгновение хочется собрать, знаете кого? Рыцарей, драконов, магов. Старый очень билд. Но, напомню, мы играем в фан билд сейчас. Я могу здесь 100% выиграть, а могу 100% проиграть. Но, так как у меня сейчас, в принципе, все замечательно, и я иду на винстрике, вряд ли мне кто-то какие-то проблемы создаст, я говорю. Вряд ли кто-то мне создаст проблемы. Поэтому будем делать следующее. Молимся на легионку, чтобы она ко мне пришла. Это первое. Второе. Чтобы она не умирала и настакивала урон. Но на самом деле драконы, рыцари, маги это неплохой билд. Но рыцари сами по себе ужасная синергия, к сожалению. Тролли приходят, собака есть. Обалдеть. Можно было бы поставить этого рыцаря-тролля, но не хочу. Отказался по той лишь причине, что я не хочу через троллей играть. Хотя на самом деле можно было попробовать. Там, кстати, Иван собирает себе кунг-фу, и для меня это огромная проблема. Знаете почему? Потому что когда он соберет себе кунг-фу, у меня будет меньше половины хп, он будет ваншотать все мои фигуры, я буду сидеть с отвисшей челюстью и максимально в шокированном виде. Знаете почему? Потому что это кунг-фу. Он собирает предметы, он меня снимает половину хп, ваншотает всех моих, и рыцари ничего не могут. Вот не могут и все. Но кунг-фу это и есть кунг-фу, она бьет чистым уроном. Опять ты. Еще и безруш нашел. А, он ищет сердце инсектоидов, понял. Я все понял. Не, ну, долго будешь искать, молодой. Так, 105 урона сюда. А где легионки? Я вот как накаркал. Где моя легионочка? Где моя легионочка? Один полуорк есть. Надо еще полуорки. Я буду, знаете, какой билд делать? Я уже даже придумал. Это будут полуорки, ведьмаки и Керри легионка. Плюс Кира. Плюс Кира будет, соответственно. Вот такой билд я себе сейчас придумал. Хотя на самом деле кто-то может написать в комментариях, что если бы я такого не делал сейчас, то 100% я бы занимал топ-1. Но так как я уже, знаете, заранее сказал вам, что я хочу сделать, то вы можете поставить ролик на паузу, написать в комментариях, что думаете по этому поводу и какое место я займу. Поэтому, ребят, давайте. Ставим ролик на паузу и пишем, какое место я займу, сыграя на такой сборке. И вообще выйдет этот ролик или нет. Если, соответственно, вышел, значит у меня какое-то место занялось. Либо топ-3, либо топ-2, либо топ-1. Ну, тут уже как бы посмотрим. Поэтому, ребят, пишем в комментарии, что думаете. Ух ты. Не, ну полуорки, судя по всему, точно будут. Ух ты, еще не наручи. Я возьму еще одну маску, потому что мне нужна скорость атаки. Что мне не нравится в легионке? Во-первых, у нее скорость атаки 1,2. Это чуть ли не самая большая скорость атаки. Не знаю, есть ли у какого-то героя 1,3 скорость атаки, но я знаю, что у Трента 2,0 скорость атаки. И честно, почему я говорю, что это очень огромная сумма? Если я не ошибаюсь, то максимальный кап, который я смогу ей достичь, даже под троллями, это будет 0,3 или 0,2.
И вот абсурд. 0.3 или 0.2 максимальный кап даже под троллями. То есть какие вы бы шмотки на скорость атаки не брали, этот порог вы не пересечете никаким образом. То есть, допустим, вы возьмете 6 гиперстонов в легионку, поставите 6 троллей, и все равно у вас будет скорость атаки либо 0.2, либо 0.3. А все из-за того, что у нее стандартная скорость атаки 1.2. В этом огромнейший минус. Вот реально огромнейший минус. Я бы легионки сделал, но не 1.2. Там 1.0. Вот 1 секунда это нормально. Но когда у вас, извините меня, 1.2, ну, ее керрит потенциал как бы немножко теряется. Возможно, из-за того, что у нее урон настакивается. Но если честно, такое себе. Как-то, ну вот, пахнет слабостью, да? Вот пахнет слабостью. Рыцари вообще это обоссанная синергия, к сожалению. Кто-то сейчас такой, ничего себе боссаная синергия, ты на ней сейчас тащишь, у тебя 10 винстрик. Ребят, кто понимает, почему это боссаная синергия, напишите в комментариях, почему это боссаная синергия. Я думаю, многие со мной согласятся, что эта синергия максимально ужасная. Вот, кстати, есть Doom. Вот Doom, если прилетит в легионку, то все. Нет, не сдохни! Что ты, ну... Какой ты нехороший человек. Какой ты нехороший человек. О, спасибо. А где мои легионки? Где моя армада? Где моя вот армия? Где она? Где моя армада? Мне нужна моя легионка. Где моя легионка? Где все эти легионеры? Алло. Ого! Блади... А, ну у него там 46 хп, я думаю, у него... Смотрите прикол. Чел на Бладе нашел себе орка-чернокнижника и нашел еще и минера сверху. Помните, я говорил, что кунг-фу против меня попадется, ей еще и баф гоблинов выпал. Она мне все... Кринж. Это кринж. О, спасибо, улучшение пришло. Как вовремя. Я так польщен этим улучшением. Спасибо тебе большое. Спасибо. Вот такое спасибище тебе. Вот такое. Да. Но, как я говорил, ребят, рыцари, вот вам, помните, вот буквально минуту назад я говорил о том, что какая-то синергия. Вот. Без смс-регистрации. Пришел билд. 3 гоблина, 2 кунг-фу и Марси с молниями. Все. Как видите, она мне лицо оторвала без единого шанса. Просто вот. У него 7 фигур в двойку. Но какие фигуры? И тем не менее, он мне оторвал лицо. Да здравствуют рыцари. Сир Абоссан. Я чисто тащил именно из-за того, что у меня сильный стол со старта пришел. Мне со старта легионка в двойку пришла. Это, ну, ничего себе. Это даже то же самое, если бы мне бабка пришла в двойку, у меня были молнии, и у меня был предмет первого тира на минус армор. Я бы этой бабке разваливал, будь здоров. У меня бы там молнии летели, как не знаю кто. Кстати, у меня хп много, поэтому я буду брать чисто уровень. Чисто уровень и ничего больше. У Блади, кстати, 46 хп, и тем не менее он... А, он на книжках живет. Я приколюсь, если этот Блади сейчас еще и в топ-3 зайдет. Я надеюсь, он не зайдет, конечно, в топ-3. Я не хочу этого. То у меня ситуация из резко хорошего в резко плачевное перейдет. Ну, посмотрим. Ну, нет. ЦК, быстрее, набивай ману. На мгновение я подумал, что сейчас будет фатальная тема. Это я не настакаю урон на мобах. Так, ух ты, кто ко мне пришел? Вы решили меня навестить? Ну, я возьму шарбезны. Я думаю, нужно брать шарбезны, потому что там по-любому соберутся маги. Тут есть вот этот вот Блади, и я более чем уверен, что он будет собирать себе магов. Поэтому я шарбезны беру. Я не верю в рыцарей. Не верю, что он сможет пережить. Что эти рыцари смогут... Ух ты, сюда, минус армор. Минус армор надо.
Вот, я не верю в рыцарей, что они смогут пережить магов. Вот не верю и все. Многие меня, думаю, поймут, потому что рыцари снижают всего лишь 50% магического урона, либо физического урона. Но извините меня, когда найдет маг предмет 3-го тира, посох, то знаете, что мне будет? Мне такое а-та-та будет, что аж мурашки по коже пойдут. Самое забавное, что 21 раунд, а легионки у меня-то нету еще нормально. У меня одна легионка в двойку собралась и все. Ну, еще плюс одна легион. Чисто так, кэшбэком пришло. На сдачу дали. Так, Джуниор снова. Нет, нет. Чтоб ты долго жил. Щиверт. А как вы так легионки... Ой, легионки. Как вы так легендарки находите? Блади снова выиграл. Я говорил, что он, походу, в топ зайдет. В топ-3 по-любому он будет. По-любому что-то он будет в топ-3, мне кажется. Да мне не кажется, я уже в это сам верю. Кстати, интересно, ну напишите мне в комментарии, если я закину Аганим в легионку, то будет ли легионка стакать урон как за 3-й уровень способности? У меня есть небольшое сомнение, потому что, допустим, если вы берете Чена в двойку и закидываете его Аганим, у него только уменьшается КД, а фигуру он призывает 2-го уровня. Или... Как ты Лича нашел? Ребят, я тоже хочу. Легионку в тройку хочу. А то она мне только в двойку пришла и все. И как бы закончили на этом. Расчет окончен. Тебе это, конечно, сейчас не помогло нежить. Ну, ничего страшного. Тебе полезно. Угу. Так, есть ли он? Спасибо. Так. Я буду ведьмаков уже ставить. Кстати, я не обратил внимания, но мне, по-моему, инча не приходила. Или приходила, а я ее скипал. Не, ну ты серьезно? 23-й раунд он нашел 2 цветки в тройку. Серьезно? Это такой рофл надо мной сегодня или как? Да, он сейчас без денег сидит. Но он ее нашел в тройку. 23-й раунд. Он сейчас по-любому вырвется в топ благодаря такому повороту событий. Опять ты. С Аганимом. Сдохни быстрее. Сдыхай ты уже. Фух. Я ему отомстил. 6 хп осталось. Так, нежить вылетела. Осталось, чтобы этот молодой человек вылетел. И все будет замечательно. У меня еще и книжечки есть. Прекрасно. Прекрасно. Пока что поворот событий мне очень как нравится. Я, кстати, легионку одну поставлю. Или не ставить. Или ставить. Я, наверное, попробую ее оставить. Мало ли, все-таки урон сможет настакать. И настакать урон, апнув в двойку, соединиться способность. Кстати, Гаэдза. У тебя билд пока что такой. Не сильный. Не... Чтобы вы понимали, чел с цветами в тройку нашел 2 еще зеркала. Угу. 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 Прикол. Нормально он меня так развалил. Я, кстати, вышел из инкама, чтобы сделать вот так вот. У меня сейчас уже 11 уровень на этой стадии. Так, поставил полуорков. Ну что, инча будет у меня сегодня? Я в определенный момент распродам рыцарей и поставлю фул этих, как их там, фул полуорков и фул ведьмаков. Но это будет в определенный момент. Явно не сейчас. Сейчас еще пока что рановато. Мне больше не нравится то, что чел с цветами взял, выиграл только что винстрик у Гаэдза. Угу. Понял, спасибо, конечно. Ну, ладно.
А ты уже немножечко даже забуксовал на месте. Так, что мне сейчас упадет? Давай, гиперстон. Мне нужен гиперстон. Замечательно. Что может быть лучше, чем гиперстон? Гиперстон. Так, у меня 7 рыцарей. Кого мне продать? Ух ты, спасибо. Так, бабку продаю. ЦК отлично апается. Так, АМчик еще приходит. Так, спасибо, конечно. И Джакира даже пришел. Так, все, есть ведьмачки у меня. Так, ты продаемся. Ты сюда, это сюда. Так, СТП. Так, апаем через яичко. Через яичку. Я, наверное, пока поставлю вот таким вот образом. Сейчас надо пересобрать парочку предметов, бесполезных для меня. Вот так вот сделаю. Не, ну маска это хорошо. Маска это то, что доктор прописал. Пока так сделаю. Хотя на самом деле я уже могу распродать всех рыцарей и поставить себе адекватный билд. А, не могу, у меня нету одного ведьмака. Понял, принял, осознал. А, это воин. Понял. А Винга будет сегодня в студии? Сейчас Дум прилетает и все, ГГ. Чекайте, проверяйте. Дум и ГГ. Дум и мне пасочки. Там мне даже без Дума почти пасочки были. Даже предметы первого тира адекватных не... Ё... Ладно, мне по-любому нужны ведьмаки, но где их взять сейчас? Винга. Ну, Винга, приди ты! Но она у меня стоит в расширенном пуле. ТБ, кстати, я брать не буду, но у меня пусть в единицу стоит. Я знаю этот подвох. Сейчас он придет ко мне, когда в двоечку и перевоплотит мою легионочку. Я просил Лича, но не на этой стадии игры. Явно не на этой стадии игры я просил Лича. Винга мне сейчас нужна. Я отдам одну маску в легионку, чтобы она у меня выживала. Это нужно сделать. Так, Блади. Блади, тебе пора в Next игру. Понимаешь? В Next. Ну пора уже. Все, ты наигрался сегодня. Хватит. Хватит от тебя. Ты и так 11 уровень взял. Ты и так долго живешь. Еще и посох нашел 3-го тира. Нет, ты должен умереть. Все, красота. Еще 23 хп. Ой, ёлы-палы. Там чел на цветах уже винстрик имеет. А я вингу не могу найти. Я не только вингу не могу найти, я даже эту цвету. Инчу не могу найти. Да. Идея, конечно, прекрасная была. Со старта. Но пока что идея так себе. Серьезно? Ну ты сейчас серьезно? Ладно, я Эгиду в любом случае ради бафа хотел брать. Ой-ё... Вот что бывает, когда чуваку приходит ранее от совета в тройку. 15 тысяч урона. Большая часть его чистого. Угу. Ясненько, понятненько. Не, ну это, конечно, круто, что мне пришло сейчас АМ в двойку. Это очень круто. Не знаю, я сейчас АМа закерю, посмотрим, как что будет. Чисто по приколу хочу попробовать АМа керри. По приколу. Там есть цветы, там, ну, короче, там есть много персонажей, которые, у которых мана. А АМ как раз против маны нормально так работает. Там обезоруж еще. Неплохо там у него получается все. 2 цветы в тройку, куча дублей. Да.
Не знаю, я как-то так сейчас сделаю расстановку. Может, хотя бы застаню его. Хотя какая разница, застаню я его или нет. Мне это вряд ли поможет сейчас. Главное вынести Блади и вынести этого гоблина. С воином, я думаю, разберусь, когда ведьмаков получу. Еще бы эта венга пришла вместе с Инчой. Было бы замечательно. Знаете, что самый рофл? Такой хороший старт. И будет такой печальный конец, судя по всему. Ладно, я, короче, решил обратно. У меня 225 урона в легионке. Она что, будет стоять АФК у меня? А, понял. Лучше бы я оставил обратно во имя, все. Шансов на то, чтобы я Эма выиграл, сейчас было бы намного больше, нежели я сейчас буду пытаться убить этого Клокверка. Он меня вынесет и высушит. Ой, Клокверка, резака. Ну да, я его не вынесу. Не смогу, не получится. Он меня разрежет, порежет. С фразы «достал нож, режь». Не дай бог этот инсектоид найдет сейчас себе импресслайд. Так, Блади прервал победную серию Чего? Либо Цветке жестко не повезло сейчас, либо я не знаю, каким образом он его выиграл. Давай ничью. Давай договоримся. Дармаму, я пришел договориться. Давай ничью. Давай ничью. Я не хочу терять хп, давай ничью. Ух. На самом деле, он мог меня только что вынести. Мог, но не смог. Ладно. Ну хотя бы, может, легион ко мне придет в троечку, а? Пора. Как бы тайминги уже время. Время деньги. В моем случае время легионки в тройку. 30-й раунд, я тоже хочу легионку в тройку. Я хочу как этот китаец. Собрал на 23-м раунде в тройку цвету. Я хочу так сделать с цветкой. Ой, с цветкой. Смотрю на его цвет и говорю о том, что я хочу так же. Гениален. Непризнанный гений. Да. У меня аж глаз телепаться левый начал. На самом деле, вот эти предметы на минус армор, они мне не понадобятся, когда у меня будут ведьмаки. Но когда эти ведьмаки у меня-то будут? Когда пол... Ну все, контент пошел. Контент пошел. Как минимум, ведьмаки у меня сейчас есть. Еще и 4 Я отпечаток Кира возьму. Раз он ко мне пришел, этот отпечаток Кира, значит, он что правильно, он должен реализовываться. Поэтому отпечаток Кира мы берем. По-любому берем отпечаток Кира. Вот это вот убираем, вот это вот отдаем. Криты пока что оставляем. Минус армор мне как бы вообще бессмыслен. Надо пару шмоток переделать все-таки. Давай попробуем. БФ. А это магические слова так? Это как работает? Я попросил БФ, БФ пришел. БФ я не просто так попросил, если что. Давай, ну, инча. Ни Огра, ни Олхима, ни инчи. Еще и минером только еще нашел. Еще и вертолетика. Не умри. Живи. Живи! Дубль. Легионка умерла. Ну ладно, хотя бы оригинал жив. Хотя бы жив оригинал. Все, пока что с чистым уроном будет все замечательно. Так, воин вылетел, отлично. Мне надо, кстати, МКБ. Так, и Блади вылетел, отлично, все. Битва титанов осталась. Где моя инча? Угу. Угу. Кстати, можно... А ну, давай попробуем. Что мне выпадет? МКБ? А можно мне всегда так будет приходить, когда я запрашиваю? Мне, кстати, в идеале сейчас уже распродать этих рыцарей все-таки. Хотя на самом деле без рыцарей туго будет. Ладно, я рискну. Ну инча.
Пусть пока 4 рыцаря будет. Ну что такое? Что, гоблин? Ты со своими гоблинами был? Смотри сейчас, как я тебя вынесу. Смотри. Или ты меня вынесешь снова? Не смей. Все, вот так вот. Вот так вот. В next. Отлично. Энча. Настало время для энчи. Вот прямо сейчас должна прийти энча. Чтоб ты долго жил. Ну вот как это мне назвать? Вот закон подлости во всей красе, смотрите. Во-первых, мне легионка пришла довольно-таки рано. В каком-то, на 6-м раунде ко мне, по-моему, пришла легионка. Если что, в комментариях поправите. Но суть в том, что какой закон подлости? Мне пришла легионка очень рано в 2, но зато в 3 она не придет до раунда, наверное, 50-го. Не знаю, как еще назвать это. Где моя легионка в 3? Уже пора, уже время. Ну, понимаешь, время, деньги. Ничего себе. Вы посмотрите, какую тему там цветка сделал. Он 2 цветки в 3 собрал и еще нашел по цветке дубля. Я тут легионку одну не могу найти в 3, а он нашел ее... Неплохо. Неплохо. Я бы мог сейчас рискнуть и продать Омника, продать Луну, но я лишусь бафа 4 рыцарей. Да, это не работает против вот этой вот цветки, потому что цветка прыгнет мне всеми своими цветами на лицо, присядет, сделает такой огромный отпечаток на моих глазах, не знаю, как еще сказать. Отлично, ко мне гоблин приходит. Можно пока расслабить свои булочки. Можно расслабить булочки. Ничего. Фух. Вы видели, что только что ТБ сотворил? Еще бы немного, и я бы уехал в Next. Этот ТБ только что поменялся ХП с моей мейн-легионкой. Ты серьезно? Ну, ты в адеквате ТБ. Вот по этой причине я не собираю ТБшку в 2. Мне легче пусть ТБшка сдохнет, чем я его соберу в 2, и он мне еще и легионку сверху перевоплотит. Тут он ХП поменял, а там бы он, прикиньте, мне перевоплотил бы легионку. Кстати, почти 300 урона настакал. Где мою инчу? Так, отлично. Спасибо, хотя бы ты есть. Так вот как-то так хочу сделать. Вот так вот сделаю пока что. Инчи все равно нема. А я ему, наверное, схаваю пока что. Я оставлю пока баф 4 рыцарей. Баф 4 рыцаря мне нравится. Хотя на самом деле это мне не поможет против инсектоида 100%. Сейчас мы, конечно, посмотрим. Чпуньк. Одна тычка. 778 урона. Ну, как-то маловато, если честно. Как-то маловато. Но зато она меня хотя бы прыжками не ваншотает. Плюс явно есть. Нет! Фух. Минус 31. На мгновение я подумал, что я сейчас в Next уеду. О май гад! Это энча! О май! Да. Это, конечно, круто. Ко мне пришла энча. На 34-м раунде. А можно легионку теперь? Я хочу легионочку. Пожалуйста. Пожалуйста. Легионку. Ну, кстати, посмотрите, прикольно выглядит билд. 4 ведьмака, 4 полуолка. Полуволка. От алхима мне проку мало. Кто-то напишет, да он же армор снижает. А мне армор не надо снижать. У меня для этого ведьмаки есть. Я чистым уроном бью. И мне вообще плевать на их армор. Сейчас 285 урона у меня настаканного. Ну, хочу сказать следующее. Вот этот Хуз достойно сражался. Если я не ошибаюсь, хотя не, я, наверное, ошибаюсь. По-моему, я ошибаюсь.
Мне, если не кажется, то он был в самых вот в низах. То есть он был претендент на вылет, а по итогу залетел в топ-3. По-моему, так. Если что, поправьте меня в комментариях. Так, ребята, ну-ка напишите в комментариях, почему я сейчас разъединил легионочку и сделал, что их две на доске. Я об этом говорил. Я об этом говорил? Ну... Наныл. Наныл. Я наныл легионку в тройку. Отлично. Знаете, в чем минус огромный? Я думаю, многие уже догадываются, в чем минус. А минус в следующем. Если честно, я хочу взять могучее кольцо. Как-никак, это 120 урона блокирую с руки. Как-никак, если там наспамится куча змеек, то у меня огромные шансы, то, что я выживу и набью ему лицо. Потому что пассивка легионки будет срабатывать чуть ли не каждый раз. И, кстати, сейчас я могу ТБшку собрать в двойку и схавать его. Чисто на обед. Будет у меня вкусный диетический обед в виде ТБшки. Короче, кто, я думаю, уже догадался, зачем я две легионки поставил. Это для того, чтобы стакнуть ее урон немного. И вот я еще схавал, объединился и себя апнул урона так. Ой, как красиво, ой, как красиво. Смотрите на гоблинов во всей красе. 355 урона настакано. Плюс Кира. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. 1250 урона. Так, Хус пока. Ну чё, время схавать цветочку. Ну, не знаю, на самом деле мне это кольцо как-то не особо заходит. Вот если бы у меня был какой-то Мьёльнир, а лучше бы, чтобы у меня было бессмертие, на всякий случай, знаете, как подстраховка штанов. 33 тысячи урона. Добротно. Приемлемо. Если, кстати, Гримтач был в двойку, я бы лучше Гримтача схавывал еще сверху. А Эма как бы не особо хочется хавать, но у меня выбора нету. Кого мне хавать следующего тут? Хус каким-то образом выигрывает этого инсектоида. А инсектоид там огромнейший. Но по идее, если он его выиграл, значит и я его должен выиграть, без шансов. То есть я его сейчас должен взять и ваншотнуть. У меня 1200 урона с руки. Ну, 1300, давайте грубо говорить. Сейчас вот так вот немного всех... Ёлки-палки. У меня проблема. Галя, у нас проблема. Знаете, почему проблема? У него обезоружь раз. У него башер 2. Я сейчас в вечном контроле буду стоять. У него еще инсектоид спавнулся. Ну, конечно, ну... Ну, живи, живи, живи. Ну, бей, 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 как же... Давай, давай, еще немножко. Бит... А можно выйти со стана, не? Ладно. Отдам ему должное, это было красиво. Это было очень красиво. Во-первых, он был в самых низах. Ему дичайше повезло, что ему пришло 2 цветки в тройку до 23-го раунда. Я четко, у меня в памяти даже отбилось, что ему на 23-м раунде уже были 2 цветки в тройке. Что у него на 23-м раунде уже было 2 цветки в тройку. Боже, я аж даже на такой элементарной фразе заговорился сейчас от этого шока, от увиденного мной. Он должен был отлететь вообще там в топ-5. Как им, ну, подкрутил, по-любому подкрутил. Ребят, только скилл и никакого мошенничества. Но на самом деле я удивлен, что в конце я вообще даже из башера не вышел. То есть я забашил себя инсектоидами. Ой, инсектоидами. Забашил себя никсом. Он не просто безоружно весил, он мне еще и башер сверху навесил. Ну, короче, добавить мне здесь нечего. Но я сразу говорил изначально, что это будет фановый ролик, фан-билд. Если бы я, наверное, хотел победить, то элементарно я бы мог поставить 6 троллей. Вот элементарно. Элементарно поставить 6 троллей и 6 рыцарей. Я думаю, уже тогда было все замечательно. Ну, либо там еще что-то подумал бы, как можно поставить. Можно вообще было бы убийц поставить, там бы развал кабинета был. Можно было бы еще что-то придумать. Вообще я мог бы поставить, знаете, кого Гриттеру, чтобы контроля не чувствовать. Хотя у меня бы тогда синергия Киры отпала.
Короче, самое идеальное это поставить 6 рыцарей, 6 троллей. Вот. Самое простое, самое идеальное. Ну, ладно. Итог как итог. Все равно его не изменить никакими разговорами, никакими предположениями, ничего. Вот итог. Топ-2 на фан-билде, в принципе, замечательно. Я доволен, и получил массу эмоций от этой игры. А что думаете вы по поводу этой каточки, вы напишите в комментариях. А я лишь хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом, и я соберу самую любимую сборку синергию разработчика. Это инсектоиды через цвет, либо же просто инсектоиды чистые, без каких-либо разбавок и тому подобное. Я думаю, это довольно-таки интересный и супер рандомный билд. А также всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал и на мой Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!